Меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк и подписка. Поехали. Фундаментальный анализ. Сегодня у нас ряд очень важных макроданных выйдут. Первое по Европе – это ставка депозита. Ожидается, что она останется прежней. Курс, точнее говоря, процентная ставка евро. Тоже ожидается, что будет на предыдущем уровне. Далее. Важно это ВВП за третий квартал по Америке. Ожидается, что он улучшится. Первичные заявки на пособие по безработице. ЕЦБ даст свое заявление касательно денежно-кредитной политики в отношении евро. И в пятницу у нас будут данные касательно производственного индекса инфляции. По отчетам сегодня отчитывается у нас Amazon. Будет очень и очень интересно. Касательно процентной ставки доллара, 97,1%, что ставка останется прежней, 2,9%, что ее начнут снижать понемногу. Теперь перейдем к техническому анализу. Начнем с S&P. S&P на ряду, скажем так, просадок по крупным акциям. Вчера увидели просадку, сейчас борется на уровне скользящей 365 и уровень поддержки 4200, вот этот блок. Пока я еще по-прежнему ожидаю отскок в диапазон 4350, 4380. И здесь уже я буду наблюдать за двумя возможными сценариями. Или продолжение движения вниз с целью 4050, 4050, или же пробой и выход выше, вдруг там до конца года решат вытащить индекс за уши выше. Вот такое у меня, в принципе, видение. NASDAQ буду смотреть в том же направлении. NASDAQ движется вместе с S&P. По-прежнему ожидаю еще откат сюда в зону 15150, и после этого уже буду смотреть на реакцию. В целом ожидаю увидеть коррекцию по NASDAQ 13710. Золото. Возможно, еще видим какой-то закол перехай предыдущего хая, где-то по 2000 пунктов, может быть 2020 пунктов. И потом уже, скорее всего, мы увидим какое-то коррекционное движение, потому что пока еще золото не корректируется. Индекс криптовалют, капитализация криптовалютного рынка. Ожидаю еще какой-то закол в диапазон, может быть даже 1.28. После этого уже какое-то коррекционное движение, потому что здесь пока что коррекции мы не видим. Капитализация альткоинов также ожидаю, возможно, какой-то закол 363 миллиарда долларов, после чего уже снижение в зону 343 миллиарда долларов, защита этого уровня, продолжение восходящего движения. USDT по-прежнему ожидаю снижения в диапазон 6.40, закол 6.36, после чего набор силы и потом уже только рост в сторону 7, 7.40 по индексу, по доминации USDT. Доминация биткоина, видим, что немножко начала спадать, соответственно, некоторые начали фиксировать биткоин, переходить в другие, возможно, альты, выходите из биткоина, переходите в альты. К примеру, альткоин такой, как эфир, начал расти, то есть закономерность понимаем, да, с биткоина начали выходить, в эфир перезаходить и в другие альткоины. Соответственно, некоторые альткоины могут начать набирать какую-то силу. По эфиру ожидаю какой-то откат в сторону 18, может быть даже 18,5%. Стоимость биткоина. Это фьючерсный график, трехдневный график. Ожидаю перекрытия все-таки данного гэпа, возможно закол в сторону 36500, после чего уже снижение в зону 32 тысячи долларов, может и ниже. Буду смотреть уже по ситуации, по настроению на рынке. Эфир ожидаю еще движение в сторону 1890, снять всю эту ликвидность, которая выше этих уровней, после чего уже смотреть в сторону какой-то коррекции. На этом буду заканчивать наш обзор. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписка и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе выпуска следующих новостей. Всем большого профита, попутного тренда, всем пока.